Друзья, всех приветствую на канале Баллады о рыбалке. С вами снова Игорь. Снова мы делаем новенький рецепт. Сегодня мы его сделаем из ванилина. Очень классная специя, она всегда классно работала на леща. Я думаю, что она достаточно неплохо должна сработать и на толстолобика. Итак, давайте посмотрим, с чего же мы его будем таки делать. Вот он наш хороший. Можете купить на развес, как хотите. Итак, сухое молоко. Видите, даже еще не распечатанное. Оно по срокам годности у меня давно уже иссякло. Сейчас я его открою. Но тем не менее, вот как оно выглядит. Наш в последнее время незаменимый компонент — это мел пищевой. Тоже продается в свободном доступе. Рисовая мука. И не вздумайте мне писать, что ни в коем случае не добавляя рисовую муку, бла-бла-бла и все такое, будет стоять 10 минут. Ни один у меня рецепт не стоит 10 минут. Если что-то у вас пошло не так и быстро раскисает, либо не раскисает, у вас либо сырой состав, либо вы неправильно спрессовали, либо неправильно сделали пропорцию. Это обязательно нужно, это разрыхлитель наш. Гороховая мука, кукурузная мука. Все, рецепт достаточно простой. А теперь пошли по пропорциям. Так, начнем с ванилина. Важная ремарка, ребята. Не ванильный сахар, а ванилин. Именно ванилин. Сахар превратит вам его в кляксу. То бишь склеит при попадании воды. Слава богу, у рыбы вкусовые рецепторы не работают. У нее работают только запахи. Поэтому она не услышит, какой это вкус. Если вы не знали, то ровно так определяется склонность рыбы к тому или иному вкусу. А именно по запаху. Не так, как у нас язык, нямка или не нямка, а нос, чтобы понюхать, пахнет или не пахнет. Так, пакетик у нас идет 2 грамма. Нам нужно где-то грамм 30. Это раз, два, три, 4, 6, 8, 9. Еще 6 штучек. 10. Блин, я прям как в аптеке. 15 штук, ровно 30 грамм будет. Сахарный ванилин с сахаром можете на самом деле делать, но только вам разрыхлителя нужно добавлять гораздо больше. Так, есть. Вот так вот у нас получилось в мерном стакане. Если из пропорции муки у нас 25 грамм, если из пропорции солевых, что более, у нас получилось 50 грамм в объемных единицах. Вот, я показываю где-то в сторону. Если видно, не знаю, не видно. Ну, короче, не видно, скажу вам так. То есть получается 50 грамм на отметке соль и 25 грамм на отметке мука. Высыпаем и пошли дальше. Сухое молоко. Сухого молока сюда мы добавим от души. Ну, если быть точным, то вот у нас получилось 150 грамм. На всякий случай просеем. Очень важно, следите, чтобы ваши ингредиенты не были отсыревшими. Иначе рецепты будут, мягко говоря, неэффективны. Так, 150 есть. Закрываем. Мел. Мел нам нужно половина, то бишь 75 грамм.
На самом деле, если найдете, есть также глина. Вот продается глина вот примерно в таком просеянном порошкообразном виде. Это в стройматах. Без добавок, вот именно чистая глина. Она еще лучше дает эффект при попадании в воду. Она более мутная. Я, к сожалению, не нашел в магазине, поэтому купил мел. Неплохо тоже работает, но глина была бы лучше. Так, есть. Поехали. Теперь рисовая. Так, еще 150 есть. Больше всего мне нравится работать с рисовой мукой. Она как разрыхлитель вообще идеальная просто. Во всех смыслах. И не важно даже влажная она или нет. Она просто идеальная. Так, а теперь то, что нам это все дело склеит. Гороховая мука. Пока что 150 берем. Ну, не думайте, что это влага, она абсолютно сухая. Просто чтобы вы понимали, как быстро она превращается в комкообразность. То есть она очень сильно будет способствовать тому, чтобы ваш планктон держался кучи. Так, все нормально. Кукурузка. Как раз есть. Так, готово. И давайте я еще сюда добавлю грамм, вот, чуечка у меня такая, грамм 20 сухого молока. Вот где-то так. Почему-то мне кажется, что будет лучше, хотя... Все. Теперь это дело я перемешиваю. И будем прессовать. Эксперимент, конечно же, закончим банкой. О, кто это у нас тут? Котяра рыжий пришел. Что, планктоном угостить? У нас главный рыбак пришел. На улицу так просился, что жена решила его вывести. Смешивайте так основательно, чтобы у вас была однородная масса. Не поленитесь хорошенько перемешать. Получилась вот на вид вот такая субстанция. Вообще приятного такого желтоватого цвета. И сейчас при помощи наших старых друзей мы это все дело благополучно запэжуем в бочонок и отправим в банку на проверку. Спрессовывайте сильно, не ленитесь.
Сейчас будем пробовать испытывать его. Пошло растворение. Видите, он вот по отношению других рецептов, которых я делал, он ведет себя немножко по-другому. Сначала стоит в воде, а потом начинает потихонечку пылить и увеличивать, скажем так, свою интенсивность. Если немножечко пылит он куда получше. Так, засекаем. Где-то полчасика он должен постоять. Тогда будет видно, что получается в конце. Когда подплывает рыба и начинает его клевать, покусывать, скажем так, то, соответственно, градус пыления у нас умножается минимум в 2 раза. Итак, решил я все-таки добавить, посмотрел, посчитал, решил добавить макухи. Соответственно, у меня пошло сюда практически 300 грамм. Сейчас я его просею. 280 грамм я дал. Ну, объясняю почему, да, почему я вот именно остался недоволен результатом. У меня бочечка простояла в воде 3 часа 44 минуты. Для меня это очень долго. Ну, то есть я в среднем как бы пропорцию по рецептам беру такую, чтобы полное растворение проходило, ну, не больше, чем 1,5 часа. То есть это потолок. Вот, соответственно, я хочу увеличить количество макухи для того, чтобы уменьшить время простоя в воде. Ну, он как бы работает, да, но тем не менее я хочу, чтобы он быстрее работал. Так, теперь смотрим. Так, получился у нас обновленный состав такой. 25 грамм, ну, если в граммах брать, вот давайте на примере мерного стакана. Да, я вам еще раз покажу, вот как он выглядит. Тут получается идет 2 разреза. Видите, крахмал, сахар, манка. Я меряю вот поэтому. Соль, мука. Если на соли это будет 50 грамм, на муке это будет 25 грамм. Вот такого мерного стакана. Теперь 25 грамм ванилина. По мерке муки берем. 150 грамм сухого молока. 150 грамм гороховой муки, 150 грамм кукурузной муки, 150 грамм рисовой муки и 300 грамм макухи. Ну, 280-300. Вот это полный состав рецепта. Теперь я его давлю и засекаю время, за сколько он растворится. Забыл добавить, что еще я сюда добавил 75 грамм пищевого мела. Теперь полный состав. Так, получилась вот у нас такая штука.
Видите, они стали темнее немножко, но намного лучше по консистенции. То есть по баночке он ну, где-то часа полтора, если его не трогать. Ну, вот если просто он там стоящий в воде, где-то на 1,5 часа его хватает примерно. То есть в 2 раза я уменьшил время, даже больше, чем в 2 раза простоя в воде. То есть вы можете на самом деле, ну скажем так, смотреть оба варианта, которые вам больше понравятся. Если там хотите, чтобы долго стоял, можете идти по первоначальному рецепту. Если хотите, чтобы быстрее, добавьте макухи просто и все. Вот. Но я не люблю, когда долго стоит, потому что мне нравится, когда закинул, подождал 10-15 минут и уже, в принципе, там его долбет и клюет. У нас просто водоем такой, что толстолоб, он не сильно пугливый, потому что в черте города постоянный шум, вот, и ну, просто банально нету смысла. Но есть водоемы, где предельно тихо, и после вашего заброса нужно достаточно большое количество времени, чтобы он подошел обратно. Тогда вам рецепт первый будет лучше. Но смотрите, как бы, то есть тут по ситуации. Они оба рабочие будут, и тот, и другой. Просто один стоит дольше, второй стоит меньше. С вами был Игорь, Баллады о рыбалке. Ставьте лайки, подписывайтесь, пожалуйста, чтобы мы могли снимать вам больше, чаще и интересней. До новых встреч!